Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартуя. Меня давным-давно просили сыграть на воинах, и на самом деле я хочу сегодня попробовать на них сыграть. Не знаю, конечно, как это у меня получится сделать. Я считаю, что воины сейчас абсолютно не в мете, но в принципе можно будет вдруг чего взять и перестроиться в другую синергию, но это уже как-то... Ну, посмотрим, короче. Снимаю этот ролик, если что, я за час до нового сезона. Как слышно по моему голосу, у меня стало намного получше, поэтому я решил до нового сезона несколько видосов отснять. И вот один из них я все-таки хочу попробовать целенаправленно собрать воинов. Но так же самое я вижу, здесь у меня есть легендарная фигура Свена, поэтому в принципе, можно будет собрать Свена через драконов. Я думаю, это будет очень сильно. Да тут даже нечего говорить, это будет овер сильно. Со стандарта я, наверное, либо через лустрик попробую сыграть, но я буду смотреть на то, что мне будет приходить со стола. Возможно, через охотников попробую, либо же через зверей, потому что у меня звери как бы со старта пришли. Так, ману плюс 40 я взял. По поводу, ребят, кстати, четырехлистного клевера. Я в техническую поддержку написал. Они мне обещали предоставить полный список, как оно работает, как оно вообще влияет, на что оно влияет, какие синергии здесь учитываются и так далее и тому подобное. То есть, когда они мне ответят, я напишу в своем телеграм-канале, а телеграм-канал будет закреплен в комментариях. Поэтому присоединяйтесь ко мне, там у нас чат комьюнити. Не стесняйтесь. Опа. Блин. Гоблина я по-любому беру. Палку возьму на всякий случай. Можно... На самом деле я бы инчу собрал бы в тройку и сыграл бы через нее. Да, я, наверное, соберу инчу в тройку, сыграю через нее и через воина. Потому что инча это все-таки как-никак будет подхил. Причем дефолтный подхил и довольно-таки сильный. Ну, в принципе, можно и со стандартных мехов гоблинов стартануть. Короче, посмотрим, как оно сейчас будет приходить. И от этого я уже буду... Опа! И усиление, и жрец есть. Я, наверное, на всякий случай продам. Куплю с жреца. Вдруг чего, просто перестроюсь в лустрик. Так, этого гоблина немножечко надо выставить. Опа! Блин, ну острые наручи, ребят, это очень сильный предмет. Особенно со старта, вот именно реально, когда он на третьем раунде приходит, он очень сильный становится. Поэтому, ребят, если вам упали острые наручи и у вас есть инча, я рекомендую взять этот предмет. Просто посмотрите, сколько импакта этот предмет вносит. Это очень хороший персонаж. Ой, персонаж острый. О, эгида, денежки и охотник. Я, получается, гоблинский магнат. Так, я, наверное, гоблина все-таки выставлю. Сейчас я охотника продам. Я уже не буду, наверное, через охотника играть. Выставлю сейчас этого гоблина, чтобы получить за него монетку. Гиду по-любому мы берем. Поставлю Фуриона. Хотя, на самом деле, можно было бы поставить и еще одного гоблина-убийцу. Хотя, не знаю. Палку скип, может... Блин, жалко не Дискорд, конечно. Блинк. Ну, я возьму Блинк. Блинк всегда хорошо, почему нет? Закину его в гоблина, и, в принципе, я думаю, будет все четко. Ну, там посмотрим. Но, на самом деле, у меня сейчас более-менее хороший старт. У меня есть, как бы, звери. У меня есть гоблин, который дает мне денежки. То есть, пока что, тьфу-тьфу-тьфу, все более-менее хорошо. Кстати, у меня полуорки еще баф. Я как-то этого сразу не заметил, но у меня баф полуорков есть со старта. Так, ну тут Тинкер в двойку, скорее всего я откисаю. Сейчас ловлю откисного, потому что гоблина я убить не смогу. У меня острые наручи никого сейчас не бьют. Вот, как бы, небольшой минус все-таки. А там Тинкер в двойку. Ну, короче, тут я сделать ничего не могу, видите? Ну, немножко не повезло с расстановочкой. И острые наручи били совершенно не того персонажа, которого бы хотелось. И что, выставить орков? Ну, я выставлю сейчас орков, как бы баф 150 хп лишним не будет от слова совсем. Мартретка пришла, можно было бы ее взять как под сейф, чтобы перестроиться. Надо подумать. Надо подумать, как лучше. Посмотрим. Не буду загадывать, поэтому просто посмотрим. Мне только что на мгновение показалось, что он собрал двух резаков в двойку. Вот это вот внешка, они такие огромные, эти два резака.
И мне реально показалось, что он собрал двух резаков в двойку. Я думал только, что у меня отвесная челюсть будет. Фух. Не, ну когда жрец-орк приходит со старта, даже в единицу, посмотрите, сколько импакта он носит. Присумонил инчу в единичку, она просто под хил свою юзнула, и, в принципе, неплохо. И резак, и гоблин. То есть я беру по-любому. Каждый гоблин мне сейчас будет давать одну монетку. Почему нет? То есть я мало ли того, что сейчас получу монетку за второго уровня гоблина, так еще и за первого уровня гоблина получу. Фуру я продал, чтобы выйти в 10 монет, потому что уже как бы 7-й раунд, и нужно выходить уже в инкам. Если в инкам бы я не вышел, было бы все очень... Ну, не думаю, чтобы прям так настолько критично было, но я думаю... такое себе было бы. Кстати, по поводу боевого пропуска. Обратите внимание, сейчас у меня слева, там где возле ника, видите, галочки такие зеленые. Так вот. Это отмечает, что вам пришел этот персонаж в текущем раунде. То есть в текущем, предыдущем... Короче, это означает то, что он вам приходил. И, соответственно, он в следующем раунде вам не придет, если это, соответственно, не зеркало. И на самом деле это такой неплохой такой буст. БП все-таки помогает, оказывается. Не про... О, это сильно. Гида в двойку. А можно инча сейчас мне в тройку уже придет? Вот давайте сейчас еще одну инчу. 3 друидов. И в принципе все шикарно. Если что, острый наруч я сейчас перекладываю в гиду, потому что у нее больше всего хп, у нее больше брони все-таки. Как-никак она воин. На всякий случай возьму СФ, может получится волшебников собрать. На самом деле я был бы не против волшебников собрать. Может выставить воинов. Да, я выставлю сейчас воинов на самом-то деле. Хотя можно было бы и выйти в инкам 20 монет. На самом деле, если сейчас все будет плохо по воинам, то можно будет перестроиться в Свена дракона. То есть драконы, ведьмаки плюс Свен в двоечку желательно. Но сейчас мы будем смотреть, как он будет. Боже, какая эгида импактная со старта. Вы посмотрите, сколько от нее импакта. Как же много она наносит урона. Просто космический урон она вносит. Собака приходит. Ну, звери мне как-то идут вообще, вот прям с первого раунда я наблюдаю. Так, СФ продам. Вижу, здесь есть гритер. Орк-бог, вижу, собирается еще. Вот смотрите, у меня сейчас галочки нету вот возле этого The Buy. Видите? Возле этого The Buy. Вот и возле второго персонажа, Драйзера. Скорее всего, сейчас я попадусь с The Buy. Или с Драйзером, одним из них. Если же я попадусь одним из них, то, соответственно, следующий, который мне придет, он будет по-любому тот, у кого нет галочки. Вот просто обращайте внимание сейчас, как эта галочка работает с боевым пропуском. Да, вот The Buy мне пришел. Значит, в следующем раунде мне придет Драйзер после мобов. То есть на 11 раунде будет у меня Драйзер. И на самом деле это очень хорошо помогает, особенно если вы играете через волшебников. То есть вы можете там вдруг чего выставить морских, там воинов, всякое такое. То есть просчитать легче на самом деле. Это можете вы все в принципе из головы просчитывать, но БП вам, видите, помогает немножко в этом. Не скажу, что это супер лютая имба. Взял на всякий случай Сефа. Выставить халявный ролл. На самом деле можно было бы выставить халявный ролл, но нужно ли? Мне кажется, будет стол намного слабее. Сейчас надо подумать немножко. На самом деле, я думаю, что если выставлю мехов, то будет намного слабее стол. Хотя не факт. На мобов... Ну, я могу мобов не пережить с таким вот столом. Довольно-таки слабый у меня будет стол, если я выставлю сейчас мехов. Мехов-гоблинов. Но я просто думаю, что я бы не пережил. Хотя, на самом деле, у меня сейчас так... Сильно дамажат эти ребятки. Так что, в принципе, можно было бы выставлять и гоблинов-мехов. Вот против противников, я думаю, не стоит выставлять пока что. Я думаю, слабовато будет.
Разор, опа, барабанчики. Так, барабанчики берем. По-любому берем, чтобы максимально быстро себе ману накопить. Это по-любому надо брать. У меня и так персонажа слишком мало маны регенит, а так будет намного быстрее ману регенить. Все-таки у меня, если сейчас со старта закастует свой отхил, то это будет прям вообще песня. Песня, говорю, песня. Вот смотрите, сейчас ко мне придет драйзер. На самом деле БП это не такая уж и лютая имба, но вот все-таки вот эта галочка, она очень даже хорошо помогает. Поэтому это шикарно. В самом деле, я думаю, что если играть через волшебников-воинов, то будет довольно-таки слабо. Вот если бы у меня сейчас резак в двойку пришел, я бы безоговорочно взял бы и поставил себе резака в двойку и выставил бы гоблинов. Но я еще думаю, что может быть я буду играть через зверей. Я просто вижу, там есть гритер, я вижу, ну то есть неприятные такие синергии там есть. Охотник нежить еще собирается. Муэрта приходит. Ладно. Если объективно посмотреть на вражеские столы, то тут воины довольно-таки хорошо зайдут. И Свен идеально зайдет. То есть, если мне Свен в двойку приходит, то можно, в принципе... Ага. Там уже один ведьмак будет. Я вот только что заметил, что там будет один ведьмак, поэтому... Будет довольно-таки трудно. А, тут понятно, тут меня вынесли. Слишком жесткий прокаст этого Визарда. Опа! Дум. Отлично. И Гримтач. Отлично. Так, все, играем через воинов. Пока что поиграем через воинов. Я думаю, это будет очень сильно. Особенно для текущих столов, которые против меня. Там ни одного чистого урона я не вижу, кроме кунфуиста там небольшого. А в остальном... А, ну там кунфуиста еще нету даже. Там есть шаман. То есть, короче, там будет маг. Для меня будет маг проблема. Но эту проблему я решу шаром бездны. Это первый момент. Опа. Ну, кстати, вот охотника буду выносить спокойно на воинах. Вообще без шансов. Не оставлю ему даже подышать чуть-чуть. Чисто задушу чела в зародыше, так сказать. Не сможет он сыграть на охотниках плюс нежить. Либо же просто охотники плюс ведьмак. Ну, не, если он ведьмаков поставит, то да, то там он меня, скорее всего, разорвет. Ну, посмотрим. Я, в принципе, в любом случае, если буду играть через волшебников, то смогу довольно-таки хорошо перестроиться. Без какой-либо проблемы. Боже, как шикарно у меня сейчас эгида залетела. Если мне хорошие еще предметы выпадут на воина, это будет прям прекрасно. В идеале мне нужна плита третьего тира, то есть там броня такая третьего тира, которая дает ауру. Не, я продам сейчас этих ребят и выйду, наверное, в уровень лучше. То есть, чтобы следующий раунд у меня был уже 7 уровень. Мне как можно быстрее нужно взять 8, чтобы был небольшой шанс, чтобы хотя бы мне пришел Свен. Там один чел уже без инкама. Вот это нам Dead Spy. На самом деле, я бы так не делал на его месте. То есть, остаться без денег от слова совсем на таком же раунде, как по мне, это ошибка. Да, он там может сыграть в рулетку, грубо говоря, и вытащить с таким наличием, ну, с такими хп. Но я думаю, это будет ошибка огромная. То есть, если я сейчас собираю полных воинов, то я его просто разрывать буду. И ему даже подышать не останется вообще ничем. Сейчас выставлю небольшой баф гоблинов. Усилю свой стол. Мне кажется, так будет намного сильнее. В общем, что я вижу здесь против меня будет? Охотник-мертвец, раз. Второе, это шаман-маг, скорее всего, либо будет. Либо же шаман-кунг-фу. То есть, одно из двух там точно будет. А я все-таки еще не могу определиться, все-таки играть мне через этих зверей или не играть. Вроде бы здесь хорошо зайдут реально воины. Есть охотники, есть шаманы. То есть многие синергии буду просто разрывать в пух и прах.
Не знаю. Давайте пока не буду загадывать, пока играю, на чем играю. Но на самом деле хочу на воинах сыграть. Если что, то в действительности я смогу перестроиться в какой-то другой билд. Правильно? Правильно. Че париться? Правильно? Правильно. Чисто поговорил сам с собой. Вот и порешали. Боже, как мне Егида хорошо идет. Если она мне ранее в тройку придет, это будет максимальный буст моего стола. Еще одни острые наручи упали. На самом деле острые наручи еще одни мне не нужны. Я бы попробовал что-нибудь другое найти. Что у меня там есть? Персик. О, кстати, тоже неплохой предмет сейчас. Его немножко бафнули, теперь он дает 30% магического сопротивления. В принципе, неплохо. А, он нежить себе сделал. Но, в принципе, на воинах я смогу спокойно нежить контрить. Мне главное просто быстрее найти волшебников. То есть, если сейчас приходит мне один волшебник, я выставляю себе 9 воинов и чувствую себя максимально комфортно и прекрасно. А вообще желательно, чтобы мне хотя бы инча пришла, но до раунда 25-го в троечку. У меня с инчой какие-то проблемы нереально. Ну, кстати, вот этот чел пришел на нежити. Ну, конечно, Эгида немножко его приколола, и нам просто ему весь стол хп снесла. Но, как мы видим, меня он вынес. И в деньги он выходит. То есть, в принципе, он сыграл в ту рулетку, из которой он вытащил максимум. Орки, конечно, мне шикарно шли в этой игре. Но я не хочу на орках играть. Я хочу что-нибудь такое интересное показать. Я уже, наверное, на орках надоел всем. Но тут они прям реально и шли очень хорошо. Ладно, на зверях я не буду играть. Или буду, или не буду. Не, я не буду играть на зверях. У меня пока есть немножко времени, знаете, поразмышлять, что-то там попробовать собрать. Посмотреть, кто что собирает. У меня, в принципе, сейчас такая соляночка здесь на столе. Я примерно определился. Я на самом деле хочу играть через волшебников и в какой-то билд перестроиться. Вот реально мне бы инчу в тройку. Насколько же это было бы сильно, если бы мне инча в тройку пришла. Вот, кстати, гритеры. Хрону идеальную поставил гритер. Молодец, красава. Ставь всегда такую хрону. Я такую хрону уважаю. Мне только что на мгновение показалось, что меня сейчас Сларк просто вынесет. Опа! И рыжий лис. Боже, посмотри, какая красивая внешка у рыжего лиса. Зачетно. Очень красиво. Так, омника беру. Он мне понадобится под волшебников. Рыжий лис на самом деле мне не особо понадобится, но я поставлю лучше 4 зверя. Этого продам. На самом деле можно и резака продать в таком смысле, он мне не особо нужен. Где же мой волшебник? Вот у кого мой Ой-ой-ой. Хорошо, что Драйзер мне приходил. Из-за того, что Драйзер ко мне приходил, я могу не опасаться его, что он мне в скором времени придет и снесет пол лица своими нежитью. Своей нежитью, точнее. Да. На самом деле я мог хорошенько полинять на хп, если бы вот эта нежить пришла ко мне. Я думаю, я бы даже на очень много полинял хп. Боже, посмотрите, насколько Doom импактный. Навесил двум героям Doom, он навесил Тренту, навесил Фури. Фура не смог расплодиться и все. Гритер пришел. И волшебники, отлично, отлично. Так, ну в принципе можно выставляться. Менча это полуорки. Так, зверей распродаем. Кого же заменить так правильно? Морских поставил. Кунка. Так, морской. Иди гуляй. Не успел я, короче, немножко расстановку сделать. Но я надеюсь, что я сейчас хотя бы много хп не потеряю. Потому что мне еще и Лич пришел. Я еще из-за того, что ко мне Лич пришел, еще и подумал, брать его или не брать. Но на самом деле, в принципе, можно было бы его взять. Почему нет? Я ничего особо не потеряю. Резачок есть. Резачка я оставляю по-любому. Резак это очень сильный персонаж, и его нужно оставить.
Так, морского волшебника по-любому тоже оставляю. Знаете, что сейчас понял? Боже, боже. Короче, ребят, что я сейчас понял? Я продал инчу, хотя мог ее не продавать. Зачем мне вот этот вот рыжий лис? Вот серьезно. Зачем он мне нужен? Вот реально. Ребят, я только что продал инчу. Из-за того, что я подумал, что у меня стоит баф зверей. И это нужный баф зверей. А это просто стоял рыжий лис, который я поставил просто так для старта. Боже, какой я гений. Просто гений. Непризнанный гений. Так, этого жреца мы берем. Гений номер 2. Всегда делайте то, что как я сделал. Я случайно ролил того жреца, но ладно. Так, что тут у нас есть? Есть мертвец и, в принципе, либо зимнее объятие. Но так как я играю через воина, то зимние объятия мне нужны по-любому. Поэтому я его беру. Сюда закидываю вот эти вот предметы, чтобы увеличить хп, количество брони. То есть у меня сейчас, в принципе, все шикарно. Я еще сейчас вот так вот сделаю. То есть у меня 17 арморов у гида со старта. Я вот думаю, Лича оставить или заменить его на кого-то другого. Заменить ли мне ничу или не заменить мне ничу? Вот в чем вопрос. Ой, ничу. Лича. Смотрю на инчу, думаю ее продать, потому что она мне не нужна будет в целом, она чисто мне нужна будет, грубо говоря, ради инкама. Что, грубо говоря, она мне нужна только будет ради инкама, и все, больше ни для чего она мне не нужна будет. Я вот думаю просто продать ее, поменять лича, или вообще нужен ли мне лич в этой катке. На самом деле, я думаю, что лич мне не особо нужен. Реально не особо нужен. Там один чел вообще вылетел. Ну, кстати, тут мортретка. Я так понимаю, тут эльф хочет собраться или что? Там уже... Видели, там уже ведьмак собрался. У меня будет проблема. У меня будут проблемы. Это плохо. Я, наверное, блин, все-таки скипну. Я не думаю, что он мне вообще нужен. Возьму броню и закину ее в эгиду. Хотя... Да, я думаю, Дум будет поярче. У Дума все-таки больше хп, больше брони. Это, в принципе, демон с сайленсом таким очень сильным. Боже, посмотрите, как я чела испепеляю вообще без шансов. Изи. Просто изи. Это шаман, если что. На самом деле, там ему просто шаманы еще не очень пришли. Пришли бы какие-то другие шаманы, было бы жестко. Кстати, кто думает, что я специально такие фигуры беру, да, вот этого резака какого-то качаю, либо что-то еще, то нет, ребят. Я беру максимально универсальных героев. Это эти герои, которых я сейчас беру, они наносят чистый урон, кроме кунки. То есть вот этот вот резачок, они наносят чистый урон. Так же самое и Doom, он дает silence. Соответственно, он наносит чистый урон, закрывает кому-то лицо. И это довольно много импакта вносит. Можно еще жреца нежить тройку собрать, это будет тоже очень хорошо. И почему я же беру вот таких вот героев? Это максимально универсальные герои, и я смогу вдруг чего взять и перестроиться в какой-то другой билд. То есть я буду не привязан к конкретной сборке до конца игры. Я смогу с такими персонажами... ну вот, ведьмаки меня разрывали. То, о чем я говорил. Еще и винстрик. То есть придет один вот такой вот гад, который будет просто сбивать вам с винстрик, потому что он собрал ведьмаков. Все три предмета хороши. Я бы на самом деле взял взгляд. Взгляд Азеса будет намного жестче, как по мне. Блин, у меня еще глаз слезиться начал. Обалдеть. Я думаю, кто смотрит на мое выражение лица, то видишь, у меня один глаз немножечко прикрыт. Вот, я говорю,
придет вот какая-то вот этот вот нехороший человек, который будет играть на Ведьмаках и испортит мне всю малину. То есть он взял мне просто, сбил винстрик. Если бы здесь в катке не было Ведьмака, я бы по-любому выигрывал все раунды, чувствовал себя замечательно, прекрасно, ни в чем не нуждался. Просто наслаждался бы игрой. Но нет. Будет же какой-то падло, который будет играть на своих ведьмачках. Но сейчас просто такая мета. Все хотят играть на ведьмаках, потому что это сильно. Все прочувствовали, как это играется на убийцах. Все прочувствовали силу. Так, жреца берем по-любому, мне нужен чистый урон. А то я тебя уже скипнул. Даже, наверное, не единожды. Это я один раз заметил, что я скипнул. Но, скорее всего, это было не единожды момент, когда я тебя случайно скипнул. Кстати, сейчас я на мобов выставлю баф людей, чтобы получить книжки. Вот смотрите, просто вот это вот максимальная универсальность. Убрал одного воина, поставил вот этого жреца, имею 6 людей. Все, шикарно. Я считаю это замечательно. Максимально замечательно. Шмотку отдам в Дума. Все-таки как-никак он у меня мейн-керри сейчас. Вот. И я максимально не привязан к билду. То есть я убираю одну фигуру и делаю себе мощную синергию. Так же само почти для любой сборки. То есть для любой сборки, которую я хочу. Мне нужны морские, ставлю морских. Мне нужны воины, ставлю воина. Мне нужны эльфы, ставлю эльфа. То есть я максимально не привязан и не привередлив к синергии остаюсь. Это очень круто. Поэтому, ребят, вот это вот максимально универсальные герои. Если бы не шаман, то я бы, наверное, сыграл бы на 9 мага. Боже, какие хорошие шмотки падают. Мне бы всегда такие шмотки падали, цены б не было. Еще и бусы упали. Боже, замечательно. Просто замечательно. У меня нет слов каких-либо других. Хорошие предметы сейчас у меня для воина, они хорошие. 3 книжки еще заобузил. Вот просто выставил воинов, 3 книжки заобузил. Шикарно, да? Если я останусь с ведьмаком 1 на 1, мне по-любому нужно будет перестроиться. Ясно. Ну что я могу сказать? Короче, перестраиваемся в Гриттера. Перестраиваемся в Гриттера. По-другому здесь не перестроишься. То есть мне сейчас нужен Гриттер по той лишь причине, что против меня собирается Ведьмак-Дракон один. И еще один Ведьмак. Короче, тут в игре 2 Ведьмака, которых я не смогу контрить никак. Вот. Один из них вот пришел сейчас ко мне. Это то, Охотник и Ведьмак. Замечательно. Ну, еще плюс чуть-чуть нежити. То есть, я так понимаю, они хотят собрать Свена. Окей, я немножко потерплю и надеюсь, мне хватит времени и хп, чтобы я смог перестроиться в Гриттера. Давай, хорошую шмотку. Хорошую шмотку, давай. О, Кирас. Ой, Кирас, Радик. Радик это хорошо, Радик это замечательно. Радик это прекрасно. Отлично. У меня есть бусы, которые дают мне отхил. У меня есть Радик, который дает урон. И миссы. И чистый урон дает. Так у меня мало ли того, что есть вот эти вот все шмотки. У меня бусы хилят. Плюс у меня есть Лята Зесы, которые дебафы. То есть у меня класс... Боже. Там Ведьмак-убийца. Боже, сколько Ведьмаков в игре. Это все из-за того, что я играю на воинах? Серьезно? Или это просто, ну, такая мета? Я думаю, все-таки это такая мета. Никто, как бы, меня целенаправленно не хочет душить. Так, это против меня 9 нежити. Давайте посмотрим, что с ними будет сейчас. Я думаю, я их без шансов вынесу, хотя... Не, да, я их без шансов выношу. Я так понимаю, бусы работают на возвратку воинов. Кстати, кто не знает, воинов немножко переделали. Теперь у них другой расчет брони идет. Но я не знаю, насколько это прям сильно сказывается по игре. Как по мне, не особо сильно. Ну вот, я так понимаю, короче, вот эти вот бусы массового отхила. Боже, зверь-ведьмак. Охотник-ведьмак. Так, Гриттера мы берем по-любому, потому что я буду перестраиваться. Так, этого мы берем по-любому тоже. Возьму на всякий... Хотя...
Боже, ведьмак, мертвец, охотник, зверь, зверь, ведьмак. Нужен ли мне лон-друид и змейка? На самом деле, я думаю, что нет. Почему я так думаю? Потому что я думаю, все-таки лучше выставить гритера, потому что там есть еще шаман, там есть... Короче, лучше, наверное, гритеры все-таки будут. Да, скорее всего, мне придется перестраиваться. Ну вот, убийца-ведьмак. Повезло, что у меня есть... Очень сильно повезло, что у меня есть все-таки Эгида. Как вы видели, Эгида просто ваншотнула половину стола, и сила ведьмака уменьшилась в много раз. Просто в много-много раз. В много раз сказал. Да, я гений. Я, наверное, перестраиваться пока что не буду. Ведьмак-зверь. Ведьмак-убийца. Просто 3 ведьмака в катке. Я единственный на воинах сейчас катаю. Нет, здесь до конца нельзя оставаться на воинах. Если я останусь до конца на воинах, меня просто испепелят. Надо перестраиваться. Поэтому я уже буду перестраиваться. Сейчас убираю волшебников. Оставляю, наверное, Дума все-таки, как-никак. Ставлю одного жреца, ставлю второго жреца. Бабка не нужна. Да, ставлю второго жреца. Кунку я пока оставлю, я, может быть, кунку еще соберу. И поставлю вместо какого-то персонажа, например, Дума. Потому что я особо Дума не вижу в своем билде. Ну, кстати, вот видите, просто взял и идеально перестроился сейчас в гритеров. И я считаю, довольно импактно я перестроился. Довольно-таки неплохо я сейчас перестроился. Да, шикарно. Я остался против 3 ведьмаков, точнее, против 2 ведьмаков и 1 шамана. Угу. Ну что, ребятки, так. Гида в троечку, отлично. На 30-м раунде гида в тройку, шикарно. То, что я люблю. В принципе, я сейчас могу поставить копу на 1-2 раунда. Она мне не помешает, лишней явно не будет. И, в принципе... Я сейчас просто еще думаю, стоит ли мне оставлять волшебников или все-таки продать их. Блин, кидаю в гритера, чтобы он максимально быстро имел ману. Очень опасен вот этот ведьмак нежить. Очень опасен. Волшебников все-таки решил продать. Что-то не вижу я в них такого сильного импакта под гритерами. И вдруг чего перестроиться в какую-то другую синергию, я думаю, такое себе. Я думаю, я останусь все-таки с Ведьмаком 1 на 1, и лучше я буду в гритерах, и в гритерах у меня будет огромнейший шанс вынести любую здесь синергию. И, в принципе, мне довольно-таки неплохо приходят универсальные персонажи. На самом деле, мне вот этот вот волшебник не нужен. Да, я как бы перестроился сейчас довольно кайфово. Бруду можно было бы поставить. Я возьму Марси, потому что мне нужен нормальный керри. О, Battle Fury, кстати, упал. Я возьму Battle Fury. Либо же я соберу Марси в двойку и выставлю, либо же я соберу Мартретку. То есть сейчас один из 2 керри у меня будет точно. Шмотки я сейчас перекинул в Эгиду, потому что я думаю, Эгида будет намного поярче. Battle Fury. Я закинул Дума, у Дума больше тычка. Так, тут КПшку скипну, закинул магическую. Хотя... Не, ну оставлю пока броню, все-таки там есть один шаман, может мне броня и пригодится, мало ли ему там хорошие шаманы превратятся. Сейчас посмотрим, как оно будет. У меня гритер 1-го уровня. Это очень плохо. У меня гритер может просто не кастовать ничего, ну да. Блин, ваншоты поприлетали. О, не-не-не-не-не-не. Ух. Я только что на мгновение подумал, что мне сейчас Эгиду еще ваншотну сверху. Так, ведьмак-убийца отлетел, отлично. Это мне нравится. Есть нежить ведьмак. О, гритер приходит. Нужен ли мне разор? Боже, и Лич приходит. И... Короче, я продаю Дума, продаю будущим волшебникам.
Кунка это все-таки контроль как-никак, поэтому я оставлю контроль. Так, тут я скипну броню первого тира, закину сейчас Дискорд. Все-таки минус 25% магического сопротивления, это довольно-таки мощно будет. Кстати, надо будет хоть раз попробовать собрать Муэрту под критерами. Мне писали в комментариях, что это довольно-таки сильно. Поэтому нужно будет попробовать просто. Мне вот очень-очень интересно. Боже, как же это больно. Вы просто посмотрите, как он меня испепеляет пока что. Неплохо. Неплохо мне благодаря Ведьмаку. Я же заговорился. Неплохо благодаря Ведьмакам он меня так прошибает. Все, вместо Марси я беру Мортретку. Под Мортретку у меня как-никак есть даже предметы. Тот же самый Battle Fury, он идеально вписывается под Мортретку. Мне бы апгрейд пришел. Так, колечко, пусть будет у тебя. Наверное, шмотки уже стоит скипнуть. Сейчас посмотрю, что я могу скипнуть. Наверное, я пока скипать не буду. Вот шаман, кстати, пришел. Меня и шаман душит. Ему еще панда кунг-фу пришла в двойку, прикиньте. Вы прикиньте? Серьезно? Некоторые эту панду всю игру не видят, а Чилона просто уже пришла в лейт стадии в двоечку. Серьезно? Балансно, выглядит балансно. Так, этого продаю. Вапу продаю. Кунка пока пусть будет. В Гриттера я сейчас закину Бринг, чтобы у него максимально быстро крона была, то есть чтобы она была инкастовой. Опа! Резак в троечку, отлично. Так, тебя собираем. Котел мне не нужен. Так, мне нужно 2 персонажа поставить. Поставлю 2 кунг. Все-таки как-никак это может прилететь. Или 2 омников. Ну да, я, наверное, 2 омников поставлю. Так, после раунда я скипну шмотки. Я, блин, забыл. Ладно. Так, в этот раз хрона неплохо встала. Да, неплохо хрона встала. Я сейчас... Я только что на мгновение подумал, что меня сейчас вынесет. Просто мгновение. Я подумал, что у меня вынесет. Так, Омника берем. Гриттера берем. Марси мы не берем. Там шаман что-то разошелся. У него 35 хп. Он хочет мне конкуренцию составить или что? Мне бы сейчас Мортретка в тройку пришла. Было бы вообще идеально. Но мне надо закатать губу немножко. Так, предметы я, в принципе, здесь скипнуть не особо могу. Тут мне даже нечего скипать. Будем откровенны. Мне нечего здесь даже скипать. Нужен ли мне разок? На самом деле не нужен. Ставлю Мортретку на автопокупку. Потому что мало ли я ее скипну. Главное, чтобы я сейчас выносил этого кунфуиста. Кунфуиста-шамана. Если он сейчас соберет себе фуловое кунфу, у меня будет еще больше проблем. Я уверен, что он меня просто разорвет. Я надеюсь, конечно, что этого не случится. Но знаете, как говорится, если я это скажу, то это обязательно случится. Ну, точнее, это касается только того, если я планирую какую-то синергию собрать. Вот в данном случае я хотел собрать в этом ролике воинов. Отчасти у меня получилось собрать этих воинов. Но, тем не менее, как мы видим, я все равно играю не на воинах. Боже, как же мне орки идут в этом. Кстати, я попробую сейчас вот этого резака закерить вместо гиды. Я думаю, резак будет намного поярче. В гиду верну ее шмотки. Ой-ой-ой. Эти 3 шмотки, они мне не особо нужны. Боже, вы посмотрите, какие шмотки падают на Мортретку. С первого раза я нахожу себе МКБ. С первого раза. Поймите, с первого раза. Что мне сейчас еще выпадет? Криты? Ну, Кираса мне не нужна. Щит, в принципе, можно было бы. Но нет, я все-таки попробую...
Я попробовал скипнуть, и я ни грамма не пожалел. Сейчас бессмертие под гритерами очень сильно влияет. Особенно, когда будем играть через мартретку. Правда, мартретка у меня первого уровня. Боже, насколько это кринжово выглядит. Я думаю, кто сейчас смотрит этот ролик, просто берется за голову и думает, куда ты керишь мартретку в единицу? Что ты творишь, окаянный? Ну и что-то да, что-то я как-то погорячился. Лучше бы я взял Кирасу. Хотя на самом деле бессмертие довольно-таки неплохо так помогает. Чисто резак в тройку дерется. Там охотник нежить разошелся не на шутку, смотрю. У меня будут огромные проблемы с ним. Не, только резак, пожалуйста, не откисни. Фух. Боже, как хорошо, что он успел вот этот предмет зимний. Предмет успел ягнуться. Как хорошо, что успел изнуться этот предмет. Но меня сейчас, наверное, ЦМ-ка забьет ногами. Вы просто посмотрите, меня ЦМ-ка медленно расколупывает. А, ну до конца боя 2 секунды осталось, так что ничья. Жалко, что я твой винстрик не забрал. Получается, Горн меня душанул. А что-то по мартретке? Можно уже мартретку как бы заказать в студию? Пропустил момент, а чего он такой медленный? Ну там шаман призвал Сларка, и Сларк просто кучу скорости атаки у меня стырил. Вот как бы и все. Знаете, вот что самое жесткое сейчас? Я вот сейчас записываю ролик, да? Общаюсь с вами. Ну, точнее, как с вами. Сам собой. Так, ладно. Шутки. Не, ну не души, а. Гребаная нежить. О, усиление. Ух ты. А кто вылетел? Боже, как хорошо. Как же хорошо. Вы видели, кто вылетел? Вылетел охотник нежить. Можно праздновать. Я скипнул взгляд АЗС. Вау. У меня есть буссы, и я бы взял криты на самом-то деле. Мне нужно побольше урона, чтобы я ваншотал цели. У меня буссы есть, я думаю, мне от хила хватит. Короче, в чем... Вот, и сейчас в гритера закидываю шмотки, чтобы сразу была инкастовая хрона. Вот смотрите, прыгает, чпуньк и хрона. Блин, но все равно мартретка в двойку слабовато будет. Нужна мартретка в тройку. Там все-таки как-никак есть кунфуист, который будет душить нереально. Ну да, ну вот видите. Давай, мартретка. Бей! Как же ему повезло с Муэртой в тройку. Просто шаман призвал Муэрту в тройку. Спасибо. И мартретка начала приходить. Вы посмотрите на нее. Гулена пришла. Боже, еще одна мартретка. А можно мне яйцо и мартретку? Да. Мне на самом деле нужно немножко расстановку еще поменять, потому что мой противник поставил фуловый горн. И из-за того, что он поставил фуловый горн, я очень много времени трачу на убийство горна. У меня очень много фигур на столе. Если бы у меня было 7 фигур, такой бы проблемы не случилось. И я сейчас закину все предметы на ману в гритера первого уровня, чтобы он сразу хрону поставил, видите? Второй это переживет еще как-то, да выживет. И поставит еще одну хрону, видите? Боже, как же хорошо сейчас все произошло. Боже, спасибо, пожалуйста. Ой, спасибо, пожалуйста. Отлично, минус 21 тебе по лицу. Боже, какая-то битва. Мартретку в двойку пришла, отлично. Кунка, не нужен. Мне нужна мартретка. Нужен жрец в тройку, мартретка и гритер в тройку, желательно. Тройку в двойку. Но это уже мечты. Тут хотя бы, чтобы мартретка мне пришла в троечку. А чего он не поставил 6 шаманов? Я сейчас не понял. Почему он поставил фулового гритера? Мне на самом деле сейчас не хватает до полного фарша. Мне не хватает Мьёльнира и маски 5-го тира. Все. 2 предмета, и моя мартретка будет разрывать здесь все столы, которые только видят перед собой. Ну, можно было бы еще башер, конечно, но я не особо вижу смысла в башере сейчас. Хотя, на самом деле, может быть, и имеет смысл. Но мне не хватает скорости атаки. Видите, у меня очень медленно бьет мартретка. Если бы она у меня била намного быстрее, то было бы все поярче. В десятки раз было поярче. Но все-таки мартретку в двойку она слабовата.
40-й раунд, у меня мартретку в двойку. Ну да, это довольно-таки слабый керри. Я сейчас буду полностью ролиться. Отлично. Есть, все, отлично. Мартретку в тройку. Шикарно. Как дела со светом? Не отключают? Да нет, к сожалению, отключают. Дела со светом очень плохо. Так, надо скипать. Скипну я, наверное, МКБ, либо бусы. Да, я, наверное, МКБ скипну блинк. Маска подтвердит. Тира, отлично. Все, бусы скипаю, отдаю его за гритеру, чтобы там хилились мои ребята. Ставлю их вот таким вот образом кучно, потому что там есть арканцы. И смотрим за эту баталию. Давай, давай, Мартретка. Я в тебе никогда в жизни так сильно не верил, как сейчас. Давай, Мартретка, ну не бей эти горны, забудь за эти горны. Нет. Нет. Ну куда? На какой? Зачем ты полетела на горн? Алло, Вася. Боже, мне очень сильно повезло, что сейчас моя Мартретка вынесла этот горн. Мне нереально повезло. У меня настолько сильно губы пересохли, настолько я нервничаю. На всякий случай Марсим буду собирать. Пойдет. Так, Риттера АПМ. Венчу возьму, может получится за инками денежки. Марс апнулся, отлично. Только зачем она мне нужна? Не хочется мне как-то оставлять одного гриттера, я лучше оставлю двух гриттеров. Так, эгиду ставлю посередине, потому что у Хана больше всего здоровья и максимальный урон прилетит. И поставил туда Мартретку влево, потому что там есть шаман жесткий, пятерочка. Хотя Мартретке все равно наплевать, она прыгает как хочет. Горны там начинают месить. Энигма в тройку там. Души. Души. Отлично. Молодец. Боже, Мартретка, ты молодец. Я всегда в тебя верил. Ты умничка. Давай, 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 давай. Ты лучший керри на свете. Ну, есть, конечно, получше, но ты вторая лучшая на свете. Сейчас она мне за такие слова возьмет и поражение принесет. Ну, давай Омник в тройку. Знаете что, наверное, надо попробовать будет гриттеров назад поставить. На жердочку. Может, так увеличится шанс выпадения фигуры? Давай, давай, Мартретка, бей. Так, отлично. Боже, толпу народа ваншотнул, отлично. Нравится твой контент. Спасибо, спасибо, приятно. Так, я сейчас ему ответил в чате, чтобы он не обижался, все-таки это мой подписчик, поэтому уделить внимание нужно. Я всем уделяю внимание, когда кто-то мне пишет в чате и узнает меня, поэтому привет тебе, если что. Так, Омник пришел, отлично. Энигма пришел. Жалко, что, конечно, жрец меня придет в троечку, очень жалко. Но гриттеры я не буду ставить в тройку. Мне нужно 2 хроны, чем одна. Боже, я не того гриттера. Боже, как я успел? Ставим лайки и спать. Все ок. Удачи с продвижением канала, я подписан. Спасибо, спасибо тебе огромное. Приятно. Но ты попал на видос, поэтому я передаю тебе здесь привет. Обязательно поставь свой лайк за эту каточку. Каточка была потная, ты красава вытащил с низов, насколько я правильно помню. Но все равно. Достойная сборка, тебе повезло, но с шаманами сейчас тебе... Фух. Во, все. Там было уже видно, что я его выиграю, поэтому... Это была достойная игра. Очень потная игра. Это было красиво. Я считаю, я красиво перестроился. Реально очень красиво.
Просто посмотрите билды, там были ведьмаки. 3 ведьмака в катке и 1 шаман Горн. Это была реально красивая игра. Очень красивая игра. У меня, ну, нет слов. Если бы я не перестроился с гриттеров, то меня бы здесь выносили все и вся. Ну, я думаю, вы сами это видели, особенно когда против тебя 3 ведьмака. Ну, как-то так. И, ребят, как я говорил уже множество раз, собирайте, если вы играете на волшебниках, собирайте универсальных героев. Омник, Жрец Нежить, Резак, Разор подойдет еще. Да, ну Разор он магическим уроном бьет. Я больше все-таки люблю чистый урон. Поэтому Шаман Лавы, Резак, Жрец Нежить, Омник. То есть вот эти вот 3-4 персонажа приоритетно собирайте, если вы играете через волшебников. Как по мне, это лучшие персонажи, которые сочетаются почти в любой синергии. И с ними вы можете перестроиться в любой другой билд и не потерять свою мощь. Это самое главное. Ну и на самом деле в этой катке зарешало то, что мне очень повезло с яйцами, плюс то, что у меня была мартетка в двойку, я ее собрал в тройку. Плюс на нее хорошие предметы упали. Battle Fury, МКБ, Бессмертие. То есть 3 хороших уже предмета. В идеале... А, еще и криты упали, кстати, сразу же почти. То есть сегодня рандом на моей стороне. Обычно это не так, а тут это так. Ну, в принципе, будем на этом заканчивать. В принципе, тут подводить итог больше не в чем. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, что думаете по поводу этой игры, а также подписаться на мои каналы. У меня цель на ютубе 5000 подписчиков, а в телеграме достичь 1000 подписчиков. Давайте сделаем это до Нового года. Я думаю, у нас получится вместе. А для этого мне нужны ваши лайки и комментарии. Поэтому всем спасибо и всем удачи.